Всем доброго дня! Сегодня мы готовим с вами рыбный сибирский пирог по нашему семейному рецепту. Готовим мы его уже очень давно, еще моя бабушка пекла этот пирог, поэтому хочу поделиться с вами этим бесподобным рецептом. Я не буду его расхваливать, потому что, приготовив один раз, вы его не забудете никогда, и это станет самым любимым пирогом в вашей семье. Итак, начнем. Сначала мы размораживаем рыбу. Рыба должна быть очень свежая, и она должна оттаять естественным способом. Затем мы приготовим овощи: лук и капусту. Да-да, капусту. Лук мы нарезаем. Можете нарезать как хотите его. И, естественно, мы будем его обжаривать. Обжариваем мы его на растительном масле. Можно добавить немножко сливочного сюда масла. Но вот посмотрите, как я обжарила. До золотистого цвета. Не бойтесь, пережарить будет вкуснее. Затем мы нарезаем капусту и будем ее обжаривать или на сковороде, или в мультиварке. Еще нужно добавить полстакана воды и посолить. И будем обжаривать капусту в течение 25 минут где-то, чтобы она получилась у нас почти готовая. Вот такая. Посмотрите, я вам специально это показала. Вот такая капусточка у нас должна получиться. Начинаем заводить тесто. Берем емкость побольше, наливаем 1 стакан теплого молока, затем 1 стакан теплой воды. Я немножко подогрела это все в микроволновке. Затем добавляем 2 яйца и нужно добавить соль 1,5 ложки и 1 столовую ложку сахара. Все это хорошенечко размешали и добавили 100 мл растительного масла, конечно же, без запаха. Теперь берем просеянную муку и 2,5 чайные ложки дрожжей. И все это соединяем и перемешиваем. И начинаем заводить тесто. Естественно, сначала мы все это перемешиваем ложкой, потом выкладываем на стол и начинаем месить. Будем месить до тех пор тесто, пока оно не начнет нас отставать от стола. Практически у нас тесто уже, можно сказать, готово. Мы его кладем в миску, присыпанную мукой. Немножечко нужно полить сверху растительным маслом, чтобы у нас тесто было эластичное, не прилипало у нас к пленке, которой мы ее накроем. И ставим в теплое место, чтобы у нас тесто поднялось. Все, с тестом мы закончили. Приступаем теперь к рыбе. Вот у меня такая рыбка. Это морской окунь. Крупная, хорошая, свежая рыба. Нужно убрать все лишние части. Я не буду вам тут подробно все это показывать. Я просто вырезала все кости. И в принципе, можно кромсать, резать, потому что рыбу мы все равно будем резать полосочками. Мы не будем ложить ее целиком. Вы потом все это увидите. Нарезаем рыбу примерно одинаковыми кусочками. Убираем нарезанную рыбу. И вот теперь вы посмотрите, сколько у нас осталось отходов от такой рыбы. Всего чуть-чуть. Рыбу я посолила морской солью и поперчила свежесмолотым черным перцем. Все это хорошенько перемешать и отставить в сторону. Тесто у нас подошло, стало вот такое пышное, увеличилось почти в 3 раза. В дырочках все желтенькое, красивое. Мы начинаем раскатывать тесто. Я взяла чуть побольше 1/3 всего теста. И начинаем его раскатывать. Затем я присыпала мукой противень, выложила на него тесто. И вот делаем такие бортики. Потом выкладываем сюда капусту обжаренную. Сверху капусты мы будем выкладывать рыбу. Вот я выложила все вот так вот рыбу, чуть-чуть на небольшом расстоянии друг от друга. И сверху выкладываем обжаренный лук. И вот все маслица, что у нас осталось на сковородочке, вот это вот все нужно вылить сюда вот в рыбу. Получилась вот такая вот красота. Можно еще даже сверху добавить перчика, если маловато было. Затем раскладываем вторую половинку теста и закрываем сверху наш пирог. Можно еще украсить вот такими красивыми узорами, приклеить их на яйцо. И ставим в
в теплое место на 30 минут, чтобы тесто еще немного подошло. Затем смазываем все яйцом и будем выпекать в духовке на 180 градусов где-то 40 минут. Сделайте вот такую вот дырочку в центре пирога для выхода пара. Ну вот, наш пирог уже готов. Мы смазываем его сливочным маслом сверху и немножко остужаем и подаем к столу. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ну что, всего доброго, удачи вам, друзья! Пока!